Привет, дорогие друзья! Ну что, я надеюсь, вам понравилось видео, в котором аудио из Министерства юстиции Украины. И на этом аудио слышен голос человека, шибко похожий на замминистра. Итак, я утверждаю, что план по запрету нашей партии разработан в офисе президента при поддержке Министерства юстиции. И они хотят использовать для этого суд. И я думаю, что мои видео это четко подтверждают. Еще раз напомню, что была гениальная идея запретить партию Шария через суд. И обратился некий Виктор Шарий. И вот это средство массовой информации сначала об этом сообщили, потом суд всерьез взял это в разработку, запретить партию Шария, потому что Виктор Шарий обратился с очень странным иском. Он сказал, что он не занимает никакие должности в партии Шария, а партия Шария, поэтому она должна быть запрещена. Это юридический нонсенс, такого невозможно. В юридическом поле это сделать нереально. В законодательстве есть четкий перечень, по которым должна быть запрещена партия или может быть запрещена партия. Но тем не менее они хотят впихнуть невпихуемое и нарушают все законы, которые только могут нарушить. А теперь я вам представляю Виктора Шария. На тебя выходит Национальный корпус Украины. Тупо вылавливают. Я тогда еще работал на Аксоре. Вот. Что такое Аксори? Ну, это фирма, которая изготовляет фурнитуру для окон пластиковых. Ну, я выхожу с маршрутки, которые по нас привозят и вывозят на работу. На Макарова. Я выхожу, и ко мне подходит с двух сторон вот так вот два человечка. Здравствуйте, Виктор. Я направо, налево. Я понимаю, что мне никуда съебаться. Два мужичка вот таких. Мы Национальный корпус Украины. У меня в голове Национальный корпус Украины. Я понимаю, это проукраинские люди. Она говорит, ты знаешь, с каким мы вопросом к тебе пришли? Мы не полиция, не Служба безопасности Украины, мы Национальный корпус Украины. Ты понял? Я такой, по какому к тебе делу? Я говорю, а конкретно? Помнишь, что на год назад было у тебя? Я такой стою, такой на них, я говорю, вспоминаю. Теоретически я соображаю. Я говорю, и конкретно давайте по вопросу. Она говорит, пошли в кафе посидим, поговорим. Я говорю, ладно, пошлите. Мы зашли в кафе по пути, грузинское, там обалденно, там постоянно движ. Мы заходим в это кафе, заказываем кофе. Тут как раз мне во время этого разговора матушка мне говорит, по расписанию я должен быть уже дома. Я говорю, мама, сейчас я приеду. Я сейчас с друзьями поговорю и приеду. Она говорит, ладно, хорошо. Я с ними разговариваю. Они говорят, ты ж помнишь, что год назад у тебя произошло. Я говорю, я реально вспоминаю, что год тому назад я дал разрешение на открытие партии Анатолия Шария. Использовать мою фамилию юридическую. У меня даже, если даже ты не веришь, я могу тебе даже открыть документ. Вот. Да. Короче, тут пошло дело. Так подожди. А что, не у всех получается, у кого фамилия такая, как у него, просит разрешения? Да. Да, мы должны были попросить разрешения у 170 человек с фамилией Шарий. Человек не обязан все знать, и Виктор Шарий не обязан был все знать. Это видео переписывается, потому что в первом видео я дал достаточно жесткие оценки, а потом подумал, нет, это не его вина. Вот это не его вина. Если втюхали вот такую вот чушь, то он в принципе мог в это поверить. Заводят меня в кафе, говорят, мы готовы тебе дать моральную компенсацию, там, $1000. Но от тебя зависит отказ от партии. Я говорю, чтобы ты отказался от партии Шария. Да, я говорю, подожди, какой отказ от партии? Я говорю, я не являюсь. А говорит, ты родственник Анатолия Шария? Я говорю, нет.
А ты понимаешь, у нас сейчас Украина стала проукраинской. Я говорю, да, я понимаю. А Анатолий Шарий пророссийский. Я говорю, да, понимаю. А говорит, а теперь смотри, суть это дело. Узнает правый сектор, узнает Донбасс, все остальные, что тебе светит. Я такой сижу, такой, в дурака врубаю, знаешь, ну, Ну, понятно, сам все понимаешь. да, я понимаю. Я говорю, хорошо, а что светит мне, например? Обоснуйте мне, пожалуйста. Она говорит, тебе могут светить угрозы, а то и иногда может быть личная расправа. То есть не тебе, а, например, твоей семье. Ну, понятно, пугает. Да, и тут у меня, блядь, знаешь, начинается мандраж не за себя уже, А за за маму, семью, да, например, за маму, за брата. брата. Да, Живете-то вы все вместе. да. Я такой говорю, хорошо. Я говорю, если пошел такой расклад, я говорю, что вы мне предлагаете? Какие условия, какие защиты, какие все остальное? Она говорит, Она? смотри, мы тебе предлагаем. Она? Он. А. Он говорит, мы тебе предлагаем так. Мы тебе полноценно даем защиту. В случае чего наезда справа, ну, с партии Шария, мы тебя готовы обеспечить полностью охрану. Если в случае чего мы тебя увозим на другой объект, в случае угрозы, мы с тобой содержим полностью контакт. Ну, вот, мы тебе предоставляем полностью адвоката, который тебе будет предоставлять судье. Полностью соцзащиту. У тебя есть на раздумье сутки. Сегодня вот ты думаешь, ночью ты думаешь, в обед ты нам завтра даешь. Это. Прикинь, как меня, блядь, спалось. Спалось. Я прихожу домой, я понимаю, что я не могу рассказать ни матушке, ни хрена. То есть они тебе, в принципе, угрожали. Да, мне То вот... есть у тебя, ну, как бы предложили именно либо ты на нашей стороне, либо тебе кранты. Мгм. Да? И ты Да. и- И я вот, знаешь, и у меня так в голове все так перекрутилось в ночью, когда лежал. Я все перекрутилось и вспоминал вот это во время Майдана, что они вытворяли с депутатами, ну, правый сектор, национальный корпус, Донбасс, вот это все. Я понимал, что это все безнаказанно будет для них. И что я такой для переживал за них? семью. Да, и что я для них? Я для него, ну, для них я никто. Я, как, знаешь, расходный мой материал, он как пророссийский. Вдруг меня посадят, знаешь, как... А Конечно. сейчас же ж пророссийские люди легко, там, все, ты, блин, не патриот Украины. И, соответственно, я А сидел... сколько их было, когда они пришли? к Двое, тебе? двое. Они вдвоем, да, Да. пришли? А как, ну, они представили? Да, они бы не представились. Ну, нормально, Национальный да? корпус. Да, они Они спокойно. нормально, Да, они заказали кофе, блин, оплатили. Я даже... Откуда они узнали, где ты? Я не знаю. Я думал об этом. Я такой... Потом мы сидели в кофе, я говорю, хорошо. Я говорю, откуда вы обо мне узнали? Как вы А где меня... они тебя увидели? Они говорят... Ответ. Знаешь какой? Ты сейчас усмеешься. Ты же твои все документы, твои паспортные данные, твое все зачислено в ЦВК. Ну как вам? Да, национальный корпус действует напрямую по указанию как минимум Министерства юстиции, но скорее всего Офиса Президента и Службы безопасности Украины, потому что мне пришла информация, что вполне возможно голос второй, который мы слышали на аудиозаписях, принадлежит начальнику управления
в Службе безопасности Украины. Он рассказывает, когда голова, мій голова, имеется в виду голова Службы безопасности Украины. Но они солгали Виктору Шарию. Его данных нет и никогда не было на сайте ЦВК. Его данные были только в одном месте. Министерство юстиции Украины. Именно Министерство юстиции Украины передало его личные данные нацкорпусу. Или вот как раз в обед я не ответил. Я потом вышел на перекур. Ну, подальше от всех этих Ну, чтоб компаний. никто не Да, слышал. да, давай водички. Ага. Вот. Открыть. Держи. Вот. Я им позвонил. Они говорят, это проверка связи. Ну, выйдешь на связь или нет? Я говорю, знаете, после вчерашнего, я говорю, я все осмыслил и все подумал. Я с вами готов сотрудничать. А тебе денег предложили за это или нет? Да, мне готовы они после окончания дела заплатить там. Дело это в смысле? Ну, судебное дело. Вот, Когда закончится судебное дело? да. В смысле? Ну, когда Судебное. суд закончится. Вот. Какой суд? Ну, факт, ну что, понимаешь, чтобы закрыть политическую партию Анатолия Шария, без суда не разобраться. Адміністративного позову з додатком для третьої особи до 15 акта, всього до 48-го. Что это значит? Ну, это там статьи идет. Ну, вот. Так за что вы сейчас, бодаете? Мы сейчас боремся из-за того, чтобы, это Национальный военный корпус Украины просит, чтобы партия Шария закрылась через суд после моей... Вообще полностью закрылась? Да. А зачем? Заяву Шарі Віктора Вікторовича задовільнений, ухвалив. Позовну заяву Шарія Віктора Вікторовича повернути позивачу, ухвалити про повернення позовної заяви з додатком до її матеріальної, надіслати. Ну і пошло. Ну, вот. А чтобы ты реально поверила, я тебе могу порвать показать. Реально. Смотри. Вот. Офигеть. Прикинь, какой иногда в такую вот историю вляпался. И, Ну вот. и как ты думаешь, дальше быть? Я честно Ну, тебе скажу. Как ты считаешь, где правда? Я честно тебе скажу, что иногда я сейчас чуть-чуть я и запутался. Я не знаю, кто где говорит правду. Но у меня мысль одна. Закончить это все нахрен дело и свободно дальше жить. Вот это мне чего хочется. А потом... Я, короче, вообще ничего не понимаю. Он блогер. Да, Он открыл партию. А, нет, подожди, ты открыл партию. да, с моего разрешения. А почему с твоего, а не с его? Он же блогер. Потому что он не находился в Украине 5 лет. То есть партия открылась, когда он был в России, а ты был в Украине? Да, То есть поэтому ему нужен был однофамилец для того, чтобы открыть партию? да. Я опускаю эту чепуху, опять-таки, которую ему, по всей видимости, рассказали, что я проживаю где-то там в России и так далее. Тут это к делу не относится. К делу относится то, что человека шантажируют. Шантажируют, угрожая его близким. Шантажируют и вынуждают подавать иск, к которому он не имеет никакого отношения. Они полностью все устраивают, дают своих адвокатов и так далее. Этот человек поставлен в такие условия, что он просто боится. Он боится, его запугал нацкорпус по указанию Офиса Президента и Министерства юстиции Украины. Потому что это именно в недрах Офиса Президента родился этот идиотический план, а Минюст поддержал. Я вот недавно с ним встречался. У меня документация мне пришла из суда целых 3 тома. 3 копии. Мы встречаемся, я ему показываю документы, я говорю, что мы с ними делать? Это вам передавать или у себя оставлять? Он говорит, он читает это, а там был один пункт. Сначала я прошу отказ, понял, чтобы партия Шария отказалась от меня, чтобы... А потом я пишу, типа, отказную, заднюю даю. Он подумал, что я
с кем-то с левыми связался. Я думал, двухстороннюю, да, вот игру. этот вот, который с правого Да. сектора. Да, я говорю, понимаешь, я говорю, Сергей, 23 числа меня в городе не было. Я говорю, и ни с кем, я говорю, ее двойную игру, я говорю, я не собираюсь играть. Я говорю, если мне даже позвонит и кто-то мне скажет, я готов тебе заплатить там больше, чем вы мне, я с тобой тебе позвоню и скажу такую правду. Человек полностью находится под контролем, человек полностью находится в шантажируемый человек, ему угрожают. Ну, так а что, завтра, наверное, аресты начнутся в нацкорпусе, да? И начнут выяснять, кто же дал это указание, и почему Минюст дает указание нацкорпусу, а? А говорит, ты неофициально работаешь? Я говорю, ну да. Я говорю, там и там. Говорит, а в Обере кто работает? Да ладно. Я такой на него сижу, я говорю, подожди, я говорю, а как ты знаешь про это? Я говорю, это личная информация, которая до сих пор, я говорю, по законодательству они не имеют права разглашать информацию. Мы имеем право, все. Я такой сижу, а мы встречаемся всегда, если ты знаешь, Приозерный. Знаешь торговый комплекс? Мгм. Вот там мы Ну, там, встречаемся. где озерка и Да, Верхо. да. А я такой на него смотрю, я говорю, Сережа. Я говорю, так а вот у вас нифиг даже и скрыться. Я говорю, мы тебя найдем. Я ему пишу, например, она говорит, пиши мне всегда, куда ты, например, уезжаешь по командировкам. Ну, он знает, что я работаю сейчас там и там. Он мне Ты говорит, перед ними отчитываешься, куда ты уезжаешь? да, мне приходится. Я передаю большой горячий привет Министерству юстиции Украины, Офису президента, где находится преступник. Владимир Александрович Зеленский – это человек, который знает про вот эту операцию. Это человек, который знает, что нацкорпус будет воздействовать на Виктора Шария с целью угроз для того, чтобы подавать эти иски и так далее. И этот человек не только не препятствует этому, являясь президентом Украины, гарантом Конституции, он участвует в преступлении, потому что это преступление. Да, я обвиняю Владимира Зеленского в том, что он, используя нацкорпус, не только осуществлял силовое давление на протяжении многих месяцев в отношении партии Шария, не только что под его негласным руководством происходили нападения в Харькове, попытки избиения, попытки убийства в Харькове и в других городах. Он это не только знал, но он это направлял. Владимир Александрович Зеленский, вы преступник, и в свое время вы понесете наказание. Я постараюсь, чтобы это видео увидело максимальное количество людей, облеченных властью в Евросоюзе. Не прощаемся.